Япония – одни из самых долгоживущих людей в мире. И это не благодаря чудо-БАДам или модным диетам. Их секрет в том, что именно и как они едят каждый день. В этом видео я расскажу о 5 простых принципах японского питания, которые не требуют от вас кардинальных перемен. Это точно не суши или роллы, которые у нас очень любят. Только реальные повседневные привычки. Как есть меньше, при этом насыщаться, как поддерживать здоровое пищеварение и не переедать, и как превратить прием пищи в ритуал, который улучшает здоровье. Мы не в Японии, поэтому полностью скопировать их стиль жизни мы не сможем. Да это и не нужно. Но что-то полезное мы точно сможем взять на вооружение. Потому что японцы не едят волшебную еду. Они просто едят разумно. И это точно доступно для каждого из нас. А вы напишите в комментариях, что бы из японских привычек вы бы внедрили в свой образ жизни. Первый принцип японского питания. Принцип харахатибу. Это японская конфуцианская практика, которая означает «ешь, пока желудок не заполнится на 80%». Когда мы едим, о наполнении желудка, сигнал о наполнении желудка сразу в мозг не идет. Мозг этот сигнал получает через 20 минут. Поэтому, чтобы не переесть, мы должны либо в течение этих 20 минут есть медленно, маленькими порциями, наслаждаясь вкусом еды и так далее. Или мы должны съесть быстро, но при этом с чувством легкого голода встать из стола и уйти. Но через какое-то время, через минут 10-5, к вам придет чувство насыщения и чувство то, что вы наелись. Но если вы будете постоянно переполнять свой желудок, ваш мозг привыкает к этому объему и будет всегда требовать, чтобы вы переполняли желудок, наполняли полностью. И постепенно желудок будет растягиваться. Для того, чтобы наполнить желудок, вам нужно будет все больше еды. И так человек может желудок растянуть до 4 литров в объеме. А потом, через несколько лет, вы начинаете видеть, что ваши щеки растут, бока растут, вы увеличиваетесь в размере, вам тяжело встать со стула, вам вообще тяжело двигаться. И летняя жара, солнце вам не приносит удовольствия, а наоборот мучения. И здесь я часто сталкиваюсь с такой проблемой, что мои пациенты говорят: я ем 3 раза в день, как вы говорите, но нет результата, не худею. Я всегда таких пациентов спрашиваю: а сколько вы едите за один присест? И тут человек задумывается. И говорит человек: я не наедаюсь. Я говорю: конечно, вы не наедаетесь, потому что вы растянули желудок. Из-за этого вы поправились. Теперь вам нужно какое-то время прожить проголодь, чтобы желудок снова сократился. И тогда вы начнете нормально наедаться и не будете переедать. Когда я говорю впроголодь, я, конечно, утрирую. Я имею в виду дефицит калорий. Нужно считать не только калории, которые мы едим здесь и сейчас, а дневную калорию. Сколько мы едим за день вообще. Принцип второй. Основа рациона японцев – это овощи, зелень, бобовые, рыба, морепродукты и разные морские водоросли и так далее. Что из этого мы можем внедрить в свой образ жизни? То, что мы, люди больших городов, мегаполиса, как бы мы ни хотели, все-таки употребляем много углеводов. А именно в виде выпечек, булочек, всяких кондитерских изделий, печенья и так далее. Потому что у многих из нас нет времени, чтобы готовить еду. И вы будете правы. Но мы можем изменить эту ситуацию. Отложить все булочки, хлеб, кондитерские изделия, сахар, сахаросодержащие продукты, а добавить более полезные продукты. Вот мне многие мои пациенты говорят: я не могу ужинать до 6 и до 7, потому что я работаю до 8, прихожу домой в 9 вечера. Как можно эту ситуацию исправить? Съесть горсть греческих орехов, закусить 2-3 яблоками, все это запить горячим хорошим чаем или просто водой. Но на вечер кофе не будем пить много. И все. И вы через 20 минут точно ощутите чувство насыщения. И здесь останется вам только не сломаться 10-11 вечера. А так, конечно, утром, если вы завтракаете дома, вы можете есть больше цельнозерновых продуктов, топленое масло чуть добавить, яйца с овощами, зеленью, или съесть
творожную запеканку, творог, туда добавить орехи или какие-то зерна, семена чиа, семена льна, тыквенные семена. А в обед вы можете съесть мясо, курицу, рыбу или морепродукты и большую тарелку овощей без гарниров. Но если вы хотите есть гарнир, вам не нужно худеть и так далее, наоборот, даже поправиться, вы можете гарниры добавить. Но всегда соблюдайте правила тарелки. Половина тарелки – это овощи и зелень, четверть – белок и четверть тарелки – длинные углеводы, сложные углеводы. Друзья, перед тем, как продолжить, хочу сделать небольшой анонс. Многие из вас спрашивали, когда будет онлайн-курс интервальное питание. И рад сообщить, что я запускаю новый онлайн-курс интервальное питание 11 августа этого года. Благодаря этому курсу вы измените свое отношение к питанию, свой режим питания. Если вы хотели похудеть, вы сможете похудеть. Если вы хотели снизить холестерин, и это у вас получится. Только за 21 день, конечно, не получится, если вы будете этим дальше заниматься в течение 3-6 месяцев. Если вы хотели просто наладить свое питание, чтобы стать энергичнее, бодрее, вообще улучшить свое здоровье, и это у вас получится. И если вы хотите узнать, что такое свойства продуктов с точки зрения тибетской медицины, это тоже я вам объясню. И самое главное, конечно, вы все сможете отрегулировать режим питания согласно биологическим часам. Вы можете приобрести один из двух вариантов курса. Первый – это онлайн-курс без обратной связи. Второй – онлайн-курс с обратной связью со мной в закрытом чате, где вы можете задать все интересующиеся вас вопросы лично мне, и я буду на них отвечать. Тем самым я постараюсь облегчить вам понимание курса, понимание себя и найти гармонию между вами и едой. Записаться на курс вы можете уже сейчас по первой ссылке в описании или в первом комментарии. Третий принцип японского питания – это добавление в рацион питания ферментированных продуктов. Это мисо, натто, кимчи и множество разных водорослей морских. Что это дает? Это, конечно, дает большую пользу для микрофлоры нашего кишечника. А от состояния микрофлоры нашего кишечника зависит вообще наше здоровье, в том числе обменные процессы. Если у нас плохая микрофлора, я говорил в ролике про микрофлору кишечника, посмотрите здесь, если у нас повышенное содержание фермикутов, у нас больше шансов, то есть поправиться, накопить слизь. А когда у нас повышенное содержание бактериоидов, тогда мы наоборот худеть начинаем, истощается наш организм, плохо переваривается, плохо усваивается, плохо всасывается еда. Но когда мы потребляем ферментированные продукты, мы очень хорошо делаем для своих бактерий кишечной микрофлоры. Мы их питаем. Еще и подсеиваем новые полезные бактерии. Если даже у нас нет мисо, натто, кимчи и так далее, водорослей морских, это не беда. У нас есть квашеная капуста, моченые яблоки, малосольные огурцы. Только туда не нужно добавлять консерванты, уксус и так далее. Если они естественно ферментированы, все они подойдут для того, чтобы внедрить новые полезные бактерии и насытить те бактерии, полезные бактерии, которые есть у нас в кишечнике. И, конечно же, не забываем самые популярные, любимые продукты в нашей стране – это кисломолочные продукты, кефир, мацони и так далее. Они тоже содержат много лактобактерий и могут туда, если добавите семена чиа, льна и тыквенные семена, то они еще и будут питать кишечную микрофлору, потому что в этих семенах много клетчатки. Про семена посмотрите ролик, и вы точно захотите добавить в свой рацион эти продукты. Четвертый принцип – это минимум сахара и мучного, то есть десертов. Мой дедушка всегда говорил принцип правильного питания – ешь только тогда, когда ты голоден, и ешь все, что невкусное. Если не хочешь невкусное, значит ты не голоден. Что вы об этом думаете? Традиционные десерты – это натуральные сладости. Это что-то с медом. У нас меда много, хорошего, натурального. Это что-то такие фрукты. Но иногда сухофрукты можно даже есть. Только имейте в виду, что в сухофруктах очень много сахара. И это всевозможные ягоды. Из ягод можно много чего сделать. Но самое главное, я хочу именно подчеркнуть то, что многие люди питаются десертами
даже как основной едой. А это, конечно, супер неправильно. Потому что десерты можно употреблять, но иногда, раз в неделю, чтобы себя побаловать. Так даже интереснее, потому что когда мы все время сладости едим, уже неинтересно становится. Правда, тянет все время, но неинтересно. А когда мы раз в неделю сядем, купим себе какой-нибудь любимый десерт, кофе нальем, сидим, наслаждаемся, это просто время останавливается, и вы получаете удовольствие от жизни. А когда слишком много удовольствия, удовольствие теряет ценность. Кстати, прямо сейчас у меня появилась идея, обращаясь ко всем сладкоежкам, не ешьте 2 недели, в течение 2 недель ничего сладкого, все сахара уберите, сахаросодержащие продукты, и через 2 недели купите что-нибудь сладкое и съешьте. И напишите в комментариях, что вы испытали. Будет всем интересно. 5-й принцип – это принцип осознанного питания. Еда – это ритуал, а не фон для экрана. Японцы едят медленно, смакуя. И плюс вы должны иметь в виду, что японцы же едят палочками, и палочками полтарелки не зачерпнешь. Поэтому они едят все по одному продукту, да, берут палочками и смакуют вкус. И еще японцы, значит, с палочками, когда едят, они едят жидкость отдельно от густой части. Это тоже важный принцип. В контексте этого принципа я хочу напомнить нам всем, этим и я иногда страдаю, есть перед телевизором или с телефоном. Это очень плохо на самом деле. Мы, во-первых, не осознаем, что едим, сколько едим и какое время вообще еде уделяем. Да? Едим, пока ролик не закончится или фильм не закончится. И едим, пока нам плохо не станет даже. Я не буду говорить, что в это время мы смотрим. Если мы смотрим какой-то напряженный фильм или слушаем негативные новости, то это очень плохо. И плохо для нашей пищеварительной системы, и плохо для нашей нервной системы, и плохо для нашей сердечно-сосудистой системы. Поэтому из простого приема пищи мы делаем ритуал. Накрываем красивый стол, всегда стараемся есть из красивой, приятной посуды, красиво сервировано, оформлено блюдо. Смотрим на еду, наслаждаемся качеством или консистенцией, или продуктами и смакуем вкус. И в течение 20 минут постепенно, потихоньку мы едим, пережевывая пищу. Конечно, у многих из нас нет такой возможности, чтобы 3 раза в день так смаковать, создавать ритуалы из приема пищи. Но в любом случае мы должны быть фокусированы именно в момент трапезы на здесь и сейчас. Что мы едим, сколько мы едим. А ужин мы можем из ужина делать вообще ритуал. И даже если мы едим какие-то листья капусты и рис с мясом, мы можем из этого сделать ритуал. Не обязательно это должны быть деликатесы. На самом деле самые хорошие полезные деликатесы – это простая натуральная еда. Посмотрите этот ролик. Я действительно показываю то, что я обычно ем. И вот простая баранина с картошкой для меня это самая вкусная, самая лучшая еда. И я не то, что себя обманываю, я смакую вкус, мне этот вкус нравится. Плюс, если я это все заправляю простыми листьями салата, тоже очень вкусно для меня. Вот я люблю, когда питаюсь, находиться здесь и сейчас, осознанно это делать. И для меня это очень важно. Важно в плане сохранения здоровья. Дополнительно хочу обсудить вопрос, запивать или не запивать еду. Здесь я не буду говорить в контексте разведения желудочного сока и так далее. На самом деле это неправда. Желудочный сок, развести его практически невозможно. Когда мы едим супы, например, много соляной кислоты вырабатывается, чтобы кислотность была, чтобы переварить. А когда мы едим котлеты с пюре, меньше, потому что жидкости нет, не разводится. Поэтому этот вопрос оставляем. А вот есть с точки зрения тибетской медицины правило: если хочешь поправиться, тогда пей горячие напитки после еды. А если хочешь похудеть, тогда пей горячую воду перед едой. Вот почему я всегда говорю: пейте перед едой горячую воду. Но все же я не рекомендую сразу пить после еды горячие напитки. Делайте это через 15-20 минут. А если вы хотите больше узнать об интервальном питании, посмотрите этот ролик.